Всем привет, с вами GC. В террарии с версии 1.4 добавили кнуты. Это совершенно новый вид оружия для призывателей. Честно говоря, я этому несказанно рад, ведь отогнать наглеющих врагов не всегда возможно при помощи миньонов. В игре есть 8 разных кнутов, каждый из них имеет свои интересные особенности и характеристики. Есть еще и общие черты, которые отличают их от других видов оружия. Во-первых, враг получает метку, если был нанесен урон с кнута. Это работает точно так же, как если бы вы держали посох призывателя и нажали бы правой кнопкой мыши на врага. Проще говоря, метка — это цель для наших миньонов, они будут атаковать именно ее. Во-вторых, после нанесения урона с кнута враги будут получать бонусный урон от атак миньонов. Эффект бонусного урона длится 4 секунды, однако не у всех кнутов он есть. Вдобавок, если у врага есть иммунитет ко всем дебафам, то бонусный урон получать тоже не будет. И в-третьих, кнуты могут иметь модификаторы, как и любое другое оружие. Есть, правда, небольшая особенность. Модификаторы, которые увеличивают скорость атаки, также уменьшают радиус действия кнута. Какой же модификатор самый лучший? У меня есть ответ. Если вас интересует большой радиус атаки кнута, тогда лучшим модификатором станет Sluggish. А если интересует урон, то лучшим будет Ruthless. Ну и отмечу, наверное, что-то среднее между этими двумя, это модификатор Bulky. Но на наше счастье все-таки можно поднять скорость атаки не в ущерб радиусу действия. Любая броня либо аксессуары, которые увеличивают мили скорость атаки, вполне подойдет и для кнутов. Ну и напоследок, все кнуты не имеют автоатаки. Поэтому, чтобы не ломать мышку левым кликом, стоит завести себе титановые перчатки или ее производные для автоатаки. Давайте перейдем ближе к делу и посмотрим на каждый кнут. Laser Whip – стартовый кнут, который мы можем получить почти в самом начале игры. Его можно купить у зоологиста за 15 золотых монет после 15% заполненного бестиария. Каких-то сверхъестественных особенностей у него нет, все-таки это стартовый кнут. Но он прям создан для того, чтобы ощутить как раз таки тот самый дополнительный бонусный урон. Второй и последний кнут, который можно получить до хардмода, это Snap Turn. Урон уже поприятней, да и бонусного урона уже больше. Да и крафтится довольно легко из привычного всем нам дропа в джунглях. Из бонусов можно отметить две вещи. Первая. Есть шанс того, что кнут наложит эффект яда на врага. И вторая. При попадании кнута по врагу персонаж получает баф на 2 секунды, увеличивающий скорость атаки. Переходим в хардмод, и на очереди у нас Firecracker. Сразу же виден заметный буст как в уроне, так и в радиусе атаки. А выбить сие чудо можно с стены плоти. Данный кнут вешает на врага дебаф в огне, который наносит периодический урон. Фиксированного бонусного урона здесь нет. Однако есть особенность. Если мы ударяем врага кнутом, когда он находится под действием дебафа в огне, то миньон нанесет троекратный урон. Работает только один раз. Чтобы повторить данный эффект, нужно ударить врага еще раз. Едем дальше, и на очереди у нас Cool Whip. Естественно, это оружие чуть более лучше, чем предыдущее. Крафтится оно из хардмодовых душ света и ночи, плюс один Frost Core, который, напомню, можно выбить из ледяного голема. Фиксированного урона у него также нет, однако при атаке он выпускает миньона-снежинку. Снежинка работает 4 секунды и атакует всех врагов, которые есть в радиусе ее действия. Наносит она 10 урона и игнорирует броню врага. В одно время можно призвать только одну снежинку. И если ударить врага, пока есть снежинка, то ее таймер сбросится и снова будет 4 секунды. Дюрандаль – меч из французских легенд, хотя в игре он представлен как кнут, хоть и выглядит все равно как меч. Крафт простой до нельзя и составляет 12 святых слитков. Данный кнут возвращается к истокам и имеет фиксированный урон для атак миньонов равный 9. И в качестве дополнительного бонуса кнут при атаке вешает баф на персонажа, который увеличивает скорость атаки на 2 секунды.
Dark Harvest, кнут уже посерьезнее, с уроном в 100 единиц. Выпадает с тыквенного короля в событии «Тыквенная луна» с разным шансом дропа. Как всегда, чем больше волна, тем больше шанс выпадения предмета. При атаке кнутом на врага вешается темная энергия, которая наносит урон врагам поблизости. Урон составляет те же 10 единиц и игнорирует броню врага. Однако урон получают все враги вокруг, но не сам владелец темной энергии. И как уже вошло в привычку, при атаке кнутом персонаж получает баф, который увеличивает скорость атаки на 2 секунды. И вот подобрались до самого интересного – калейдоскоп. Пожалуй, лучший кнут в игре. Получить его можно с Императрицы Света в качестве дропа. У калейдоскопа нет каких-то бафов или дополнительных бонусов. Хотя нет, один все-таки есть. Он дает плюс 10% к шансу крита ваших миньонов. Учитывая это, плюс урон в 165 единиц, плюс бонусный урон для миньонов в 20 единиц – это просто шикарное оружие. И завершает эту серию кнут Morning Star. У этого кнута самый большой урон из всех и самое большое отбрасывание. Как и калейдоскоп, кнут дает прибавку к шансу критического урона для вашего миньона, однако всего на 5%. А получить его можно в хардмодовом данже с бронированных скелетов. Казалось бы, шикарное оружие, хороший урон, но это единственный кнут, у которого намного медленнее скорость атаки. Учитывая это, прибавим еще и дополнительный бонусный урон всего в 5 единиц. На выходе получаем, что это не самое лучшее оружие. Ну, разве только если вы фанат далеко отбрасывать врагов. Что ж, вот такой вот новый вид оружия. 1.4 это и правда шикарное обновление, и сколько же еще нового нам предстоит с вами узнать. Но на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, как всегда, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. С вами был GZ. Всем пока.